Всем привет! В данном видео поговорим о загородной жизни, о даче и огороде. Любой садовод, огородник может подтвердить, что на даче, в саде отдохнуть не получится. Работы море, не успеваешь справиться с одной проблемой, как пора сражаться уже с вредителями, а их тьма. Но вот такого неприятного товарища, вредителя, как слизень, еще нужно поискать. В данном видео поговорим именно о слизне и как с ним бороться. Как его уничтожить и выгнать с огорода. Хотя бы уменьшить до 70% слизней в огороде и в саде. Слизни – это такие вредители, как и улитки. Повреждают в первую очередь ботву, листья. И если дырки появились на листьях, в ягодах, то это первый признак, что уже появились слизни на наших растениях. Мало того, что слизни съедят ваши растения, так они еще являются переносчиками различных грибных и вирусных заболеваний. И это уже настоящая угроза для ваших культурных растений. Слизни без проблем приспосабливаются к жизни в самых различных климатических зонах и условиях. Все, что им нужно, это тенистое, желательно влажное место в летние дневные часы и еда в виде сочных листьев, овощей, а также и ягод. И, как правило, слизни поедают наши растения, овощи и так далее. Это в ночное время. Конечно, со слизнями и улитками бороться нам помогают такие жители природы, как птицы, лягушки, ящерицы, ежи и так далее. Но все же они умудряются выжить без проблем на нашей земле. Итак, что нужно сделать, чтобы слизней стало в огороде намного меньше? Обязательно в первую очередь нужно лишить их всех возможных мест укрытия и не создавать условий комфортного существования в вашем саду, в огороде. Поэтому нужно с участка убирать все ненужные доски, камни, кирпичи, прошлогодние листья и так далее. Так как нужно в огороде создавать чем меньше тенистого и влажного места. И еще надо огород подальше ограничивать от таких участков, которые заброшенные, недосмотренные, так как в таких участках там слизней и улиток миллионы, и они будут приползать и кушать ваши овощи на вашем огороде вместо вас. Обычно слизни осенью перед холодом залазят в землю и прячутся от низкой температуры. Как не совсем еще сильно холодно на улице, но все же они уже прячутся в землю, я в тот момент беру мотоблок и перепахиваю землю. Вот таким принципом получается, я слизней с земли выворачиваю наверх, и уже некоторые слизни не успевают залезть обратно в землю, и они погибают. Второе, что я делаю, посыпаю негашенной известью огород. Слизни любят очень кислую почву, а негашенная известь, она уменьшает кислотность почвы. И уже когда кислотность меньше почвы, слизней меньше там водится. Потом приходит весна, я обратно перепахиваю огород. И таким принципом сколько-то слизней погибает, сколько-то погибает ихних яичек, не успевают вылупиться новые слизни и так далее. Чем меньше будет на участке тенька и влажной кислой почвы, чем меньше шансов, что будет много слизней. Так как слизни именно в такой почве на глубине примерно 3 сантиметра всегда откладывает яички. Слизни могут отложить яичек за сезон от 350 до 500 яичек. И уже через 2-3 недели появятся новые маленькие слизни. Итак, что я делаю дальше? Теперь нам нужен распылительный бачок. Бачок у меня вот такой старый, но вполне рабочий. Емкость 5 литров. Откручиваем саму пробку, насос, так сказать.
Дальше берем медный купорос. Вот такой кристальный. Синего цвета. И на 5 литров воды сыпем медного купороса 70 грамм. Дальше идем набирать воду. Желательно воду набирать потеплее, не холодную, так как в теплой воде медный купорос быстрее растворится. Обязательно нужно разводить медный купорос в пластиковой посуде. Ни в коем случае не в металлической посуде, так как произойдет реакция, окрасится красным цветом металл, и медный купорос уже будет неэффективный. Итак, после того, как взболтали, смешали воду с медным купоросом, вот смотрите, какой цвет приобрела вода. Синего цвета стал наш раствор, и получился раствор 1% из медного купороса. Если хотите увеличить мощность данного препарата, можно всыпать медного купороса двойную норму, примерно 150 грамм на 5 литров. Создаем давление в распылительном бачке и погнали обрабатывать территорию, все вокруг нашего огорода. Это всю почву, траву и так далее. Вот таким принципом опрыскиваю рано утром, когда после ночи еще есть роса на траве. В тот момент слизни, улитки мигрируют. Вот смотрите, как они ползут кучами. От медного купороса не то что погибают слизни, они прям растворяются, как сахар в воде, тают, сжигает их медный купорос на глазах. Единственное, желательно, чтобы после того, как мы обработали, не было дождя в дневное время, так как смоет наш препарат дождь и не будет эффекта. Обычно, если в летнее время бывают часто дожди, слизней увеличивается примерно на 50%. Становится больше, чем обычно. Поэтому приходится еще чаще обрабатывать данным препаратом все вокруг, так сказать, блокировать им все дороги до нашего огорода. Медный купорос еще можно использовать для защиты древесины от гниения и плесени и так далее. Вот почему надо все обязательно опрыскивать. Видите, они около самой земли глубоко в траве прячутся. Смотрите, как этот препарат действует и на улиток. Одинаково. Они также расплавляются, как и слизни. Видите? Только панциры остаются. Данным препаратом обрабатываем все вокруг, всю территорию нашего огорода. Но ни в коем случае не сами растения в нашем огороде. Смотрите, как начали все убегать. Кому попало, маловато. Кто куда может. Прут как бешеные с моего участка. Смотрите, что с ними происходит буквально на глазах, моментально. Они тают, растворяются. Вот. О, смотрите, что творится. Вылазят с самой земли и растворяются. Вот так. Вот. И так далее. Вот. Что с ними происходит. После того, как поработали с данным препаратом, обязательно нужно помыть хорошо руки с мылом. Итак, я в данном видео показал, как я лично борюсь на своем участке со слизнями и улитками. Как видите, данные способы и препараты, которые я показал в данном видео, работают против слизня и улиток на 100% эффективно. Конечно, слизней вывести полностью с участка не получится, так как слизни, как и остальные жители природы, борются за жизнь со всех сил. Но уменьшить их количество на нашем участке 100% получится. А если будет меньше слизней и улиток на нашем участке, значит будет урожай лучше и больше. Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.